Приветствую вас, уважаемые зрители. Меня зовут Евгений Петров. Я заместитель генерального директора по маркетингу Unitsky String Technologies. И мы с вами встречаемся в очередном выпуске, посвященном ответам на вопрос, которые вы присылали нам в течение года. Запланировано у нас несколько выпусков, в результате чего, точнее, в завершении чего будет выпущено нами обращение генерального конструктора и генерального директора Unitsky String Technologies, в котором мы планируем подвести итоги. Сегодня у нас снова в эфире присутствует Арсен Виолинович Бабаян. Это директор ООО «Струнные технологии Юницкого», город Москва. Олег Маркович Зарецкий, директор компании Юскавери, город Дубай, а также сотрудники Unitsky String Technologies, руководитель отдела управления проектами Максим Гусев и руководитель управления проектных работ Максим Викторович Кубышкин. Сегодня мы с вами будем говорить об особенностях переговоров в регионах. Мы в прошлый раз обозначили те регионы, где наиболее активно сейчас присутствуем. Это Индонезия, Индия, африканские страны, Доминикана, а также Российская Федерация и Казахстан. Вот о том, какова специфика проектов, какие это вообще проекты, да, и на каких этапах мы находимся, и в чем есть те или иные нюансы, я предлагаю поговорить сегодня. Можно продолжить традицию, и в прошлый раз мы начинали с нашего дубайского офиса, с Олега Марковича. Предлагаю, Олег Маркович, и вам и эту нашу дискуссию открыть и рассказать для начала о том, какие задачи мы решаем и о каких проектах вообще идет речь. Пассажирские это проекты, грузовые, какой там пассажиропоток или грузопоток, и, может быть, другие детали в рамках того, что мы можем открывать. Да. Я бы хотел рассказать несколько слов об африканском проекте, где мы работаем над созданием глобального стратегического проекта. Это трансконтинентальный коридор транспортный, при том, что комплексный подход — это компания достаточно известная в Африке, которая желает выстроить трансафриканский коридор от Индийского океана к Атлантическому океану. Значит, здесь вопрос в том, что множество стран, особенно в южной части, в центральной южной части Африки, они как бы не имеют выхода к морю. И логистика является, конечно, ключевым вопросом. В первую очередь это грузы, и, конечно, пассажирские перевозы тоже, но в первую очередь грузы. И вот именно эти логистические вопросы, они полностью блокировали возможность развития многих африканских стран. И, конечно же, выстраивание транспортного коридора, а если говорить о транспортном коридоре, железная дорога, грузовые перевозки, это сделать необычайно трудно вследствие сложного рельефа, огромного количества рек, препятствий, опять же, нерешенности земельного вопроса, то есть там, где мелкие крестьяне, племенные эти все отношения, невозможно просто забрать землю под строительство там железной дороги, и что вот здесь идеально подходит наш струнный транспорт, который идет на втором уровне, в принципе, не мешая там крестьянам собирать свой урожай, переходит реки, овраги, различные препятствия, фактически по такой же стоимости, как и просто над ровным участком маршрута. Конечно, мы сейчас очень надеемся получить серьезный контракт, но, к сожалению, пока на технико-экономическое обоснование на этот проект. Вот. И мы ведем переговоры на очень высоком уровне в странах, по которым будет проходить этот коридор. Это президентский уровень. Я знаю, что вы даже там с президентами встречались. Да, это уровень президентов, это уровень министров транспорта, это уровень очень влиятельных финансовых организаций. Потому что, конечно же, это проект, который будет очень серьезный. Опять же, это мы мало о нем упомянули в прошлый раз, потому что это проект, который, еще раз говорю, находится на стадии пока что решения технико-экономического обоснования. И фактически мы говорим о первом этапе этого проекта. Но, тем не менее, конечно, это, я считаю, глобально, это там, где струнный транспорт реально может изменить вектор развития целого континента.
И, соответственно, я надеюсь очень сильно, что мы получим большой контракт на производство технико-экономического обоснования, на развитие концепт-дизайна вот этого транспортного коридора. И мы, конечно, там в приоритете находимся вследствие именно преимуществ, которые предлагает наш струнный транспорт. Ну, мы говорили много об Индии. Сейчас заявки идут просто лавинообразно из разных штатов, из разных городов. И мы пытаемся их все обработать, мы пытаемся дать предложения. И уровень встреч это как минимум премьер-министры штатов, это у них чиф-министр называется CM, или министры транспортов штатов. Мы даже не успеваем сконцентрироваться на чем-то конкретном. Мы сконцентрировались на проектах, которые у нас фактически в руках и которые мы уже приступили к проектированию. Вот. Ну, я хотел здесь подтвердить, Олег Маркович, если позволите, мы вам тоже работу здесь подкидываем. После того, как вы приняли на территории Юскай-центра министра транспорта, господин Гадкари, через сайт Uniski String Technologies пошло просто огромное количество заявок от различных компаний, которые кто-то интересовался, кто-то выходил уже с конкретными предложениями. Естественно, мы в ваш адрес их всех переадресовывали. Ну да, но вы знаете, тут как раз-таки это палка о двух концах, то есть люди хотят вспрыгнуть на подножку идущего поезда, да, то есть как бы... Я просто к тому, что все очень серьезно. Не, это очень все серьезно, потрясающий. ажиотаж пошел, да, действительно много очень заявок. Но главное, что в ходе обработки этих заявок действительно вскрываются многие потенциально возможные проекты, которые, ну если не сейчас, то завтра мы к ним вернемся. Ну, естественно, я говорил, что мы встречаемся в Индонезии, встречались с губернатором Джакарты, встречались с заместителем министра транспорта, встречались с управлением метро Джакарты, они тоже заинтересованы. Сейчас в Индонезии мы решаем все вопросы, мы должны юридически решить вопросы, правовой статус закончить, оформить представительство, компанию, и затем, конечно, нас ждет такое же, я надеюсь, развитие, как в Индии. Ну, вот, что я хотел сказать. Но в довершение, в дополнение, все-таки вопрос такой обобщающего характера. Все-таки вот мы говорим, что у нас около 100 проектов в работе. Преимущественно вот те направления, которые вы закрываете, это пассажирские трассы или грузовые? Трудно выделить приоритет. Для меня, конечно же, я считаю, что пассажирские трассы, пассажирские проекты, хотя их более трудно получить, но они для меня сейчас более привлекательны. Как говорится, это фрукт, который висит немножко ниже. Грузовые трассы. Но они более статусные. Да. Грузовое решение, оно более сложное в исполнении, не надо делать ошибку. Конечно, струнная технология Юницкого и наши инженеры, то, что сделали, это, представляете, что фактически 50-тонный груз летит по нескольким стальным канатам, летит со скоростью 120 км в час. Это просто, я считаю, гениальность инженерной мысли. Но, конечно, это и больший вызов. Вот. Соответственно, конечно, мы работаем во всех направлениях. Понятно, Олег Маркович, спасибо за комментарий. На самом деле вы так с энтузиазмом рассказываете о решениях для контейнерных перевозках. Я знаю, что вот Арсен Юлианович на территории СНГ в первую очередь даже, может быть, с большим энтузиазмом относится к грузовым решениям, но не к тем, о которых говорите вы, не решениям для перевозки контейнеров, а к решениям для перевозки сыпучих грузов, насыпных грузов. И это решение называется у нас Юнитранс. Арсен Юлианович, я прошу тогда вас рассказать, может быть, более подробно об этом решении, об этом направлении работы, о том, какие здесь открываются возможности, перспективы и на каком этапе в переговорах мы находимся сегодня. Хочу сказать, что решение Юнитранс по перевозке насыпных грузов, на мой взгляд, является крайне востребованным, особенно на территории России и стран СНГ. Во-первых, по той простой причине, что традиционно в системе мировой экономики мы являемся, так сказать, таким глобальным источником ресурсов от горной отрасли. Это угли, руды, металлические, инертные материалы, я не знаю, еще что-то подобное.
Вот, это с одной стороны. С другой стороны, у нас достаточно сложные рельефы. Наши территории, значит, представлены там значительная доля арктических территорий, богатых всякими минеральными месторождениями. Поэтому Юнитранс, способный преодолевать вот эти сложности рельефа, выпрямлять трассы, обеспечивать их, так сказать, прямолинейность и высокие скорости, является крайне востребованным продуктом. Вот. И именно поэтому, значит, к этому есть огромный интерес. И, соответственно, очень важное качество, что технологию, которую предложил Анатолий Эдуардович, она полностью импортозамещена, то есть она не требует никаких импортных компонентов. Вот это тоже в настоящий момент в условиях санкционного давления является очень важным, критическим, я бы сказал, преимуществом. Поэтому данная технология крайне востребована. Вот. Если ее сравнивать с аналогами мировыми, то, соответственно, она пригодна для использования в сложных арктических условиях с низкими температурами. Соответственно, у нас может быть использована отечественная лента в арктическом исполнении. Это тоже важная составляющая. Ну и ветровые нагрузки, и вечная Да, мерзлота. другие ветровые Здесь тоже нагрузки, соответственно, еще раз говорю, груз защищен, я, может быть, тут уже повторяюсь. Это что касается зарубежных аналогов. Тут важно вот еще что отгрузка из России, в частности на экспорт или внутри, необходима портовая инфраструктура. И я могу сказать, что это, наверное, относится ко всей линейке продуктов струнного транспорта, то, что она позволяет сделать эффективную портовую инфраструктуру. Это касается и контейнерных грузов, и, соответственно, и насыпных грузов. Струнный транспорт Юницкого, эстакадный, позволяет портовую инфраструктуру разнести на просторные, удобные площадки, которые не зависят от рельефа береговой зоны, она может быть и скалистая, гористая, неудобные и так далее. Они могут находиться, собственно, портовая часть может находиться в глубине суши, и причем достаточно на свободных территориях. А что касается терминальной части, она может быть в виде барж, заикаренных в глубине моря, и таким образом струнный транспорт Юницкого позволяет эти два функционала разнести, существенно удешевить портовую инфраструктуру и сделать ее очень эффективной. Кстати, в этом направлении у нас тоже есть ряд потенциально интересных проектов, тоже связанных именно с решением данной проблематики. И есть и серьезный интерес к нашей технологии в этой части. Да, но здесь надо сказать, что возможности на самом деле здесь потрясающие, они колоссальны. Я, если позволите, здесь резюмирую несколько, если в чем-то ошибусь, поправьте меня, коллеги. На самом деле мы видим, что на сегодняшний день у нас большая часть проектов, по которым мы работаем, это пассажирские перевозки. Они для нас стратегически важны в том смысле, что пассажирские перевозки — это всегда очень яркий проект, это всегда проект, который на виду находится, это всегда проект статусный, так или иначе, особенно если мы говорим о больших достаточно пассажиропотоках. Но и вместе с тем, в тени, но не менее значимым, это является грузовое направление, по которому тоже сейчас активно ведутся переговоры. Но естественно, что в каждой стране они имеют свою специфику, и в том числе в плане выполнения именно проектных работ, в плане управления проектами. Давайте чуть затронем эту тему. У нас немного времени остается. Максим Николаевич, наверное, с вас давайте начнем. Я напомню, Максим Николаевич Гусев, руководитель отдела управления проектами. Вопрос такой: какова специфика работы в зависимости от региона приложения, точек приложения транспортно-инфраструктурных решений UST? И как с этой спецификой мы работаем, как справляемся с теми трудностями, задачами, которые на сегодняшний день есть? Я хотел просто немножко защитить, то есть пассажирские, в плане того, что почему именно UST, и группа компаний в целом, то есть такое большое внимание уделяет пассажирским, потому что возможность применения, то есть на самом деле довольно-таки широкая. Мы начинаем говорить от каких-то маркетинговых проектов,
да, там, где длина, допустим, там километр, еще что-то. У нас заказчики из разных стран, которые говорили, что вот у меня есть, да, район, да, то есть девелоперы как таковые, но мне нужно, да, как-то отстроиться, быть не похожим на своих коллег, у которых абсолютно такие же районы. Да, но при этом цены у нас выше. А что нам делать? Я говорю, окей, у нас есть экотранспорт, да, вот вы его построите, и в целом будет это привлекательно, не похоже на других и, собственно, по-другому. Это один тип проектов. Когда мы говорим, в дальнейшем есть такой термин, да, как последний километр. Образно говоря, представьте, что идет метро. Максим да? Николаевич, позвольте вот по предыдущему Да. теме чуть дополнить хотелось просто вас, может быть, если позволите. В каком отношении? Вы говорите о том, что применение струнного транспорта UST дает некие маркетинговые преимущества, становится такой фишкой или узнаваемым объектом в рамках новых девелоперских решений. Но еще это же выгодно для девелоперов, вот тех, в частности, компаний, с которыми мы сейчас работаем, они прекрасно это понимают, что цена, к примеру, квадратного метра, будь это арендные площади или живые площади, она возрастает сразу, ну, не в разы, но точно очень существенно. То, что я люблю говорить всем клиентам, хотя я не так часто с ними общаюсь, как мои коллеги, да, я говорю, что побочным продуктом, да, то есть наших анкерных станций и, скажем так, строительных конструкций являются торговые площади. А из-за того, что наша анкерная опора, да, то есть это такое, скажем так, сооружение, то мы можем, да, допустим, на первом этаже, да, то есть или сделать его наоборот побольше и, соответственно, создать вот эти коммерческие площади, которые будут генерировать, да, то есть дополнительные деньги. И как раз то, что мы говорили, возврат инвестиций, помните? Возврат инвестиций идет меньше. И не стоит забывать, что для многих стран, да, то есть это будет первый автономный проект вообще в стране. Да? Если мы говорим про Беларусь, у нас нет автономного транспорта. Ну, то есть вот так повелось. Ну, я просто, или я его не знаю. Да? То есть, и вот как раз Unilight, да, вот вроде бы казалось маленький проект, да, но при этом это первый в стране, да, то есть самодвижущийся, автономный, назовите как угодно, но это первый такой тип транспорта вообще в целом в стране. Ну, если не считать эскалаторы в метро. Слушайте, если в этом плане, да, конечно, мы не первый, но давайте будем посерьезнее. У нас есть маркетинговые серьезные преимущества. У нас есть последний километр, да, допустим, вы построили, допустим, метро, там 12 станций, 13-я, да, иногда из-за того, что сложный рельеф или что-то, или там грунтовые воды какие-то, он иногда стоит дороже, да, чем все те 12 станций, которые вы построили до этого, да, то есть и нужно вот как раз пересадки, вот этот вот последний километр включить в инфраструктуру, да, скажем так, транспортную города. Окей, мы сможем это сделать, причем это довольно-таки доступная тема. Есть перемещение внутри района. Да, то есть мы забываем, что есть определенный район, да, вот снизу по бокам находятся школы, сверху больница, с той стороны еще какое-то социально значимое здание, а перемещения внутри нет. Да? Помните, это как или в Москве, или в Минске долгое время, да, для того, чтобы пройти вот буквально там 2 километра, нужно было доехать там до кольцевой станции, да, то есть и вернуться обратно. Проще было на самом деле, допустим, такси взять, да, чем на метро доехать или еще что-то. Вот как раз для этого у нас есть. У нас есть понимание, что мы можем применяться через сложные объекты, да, то есть через реку, через горы и так далее. Плюс мы понимаем, что есть еще исторические города и просто города. Да? Ну вот представим, что вот я из Владимира, да, то есть это вот мой родной город в России. Представим, что слева зданию 500 лет, справа зданию 600 лет. Между ними находится двухполосная дорога. Да? То есть ни левее, ни правее, их раздвинуть невозможно. Да, то есть город вот как раз лимитирован, да, то есть пространство под машиной и всего остального. И понятно, что мы можем также находиться и за городом, да, то есть это и дешевле, и лучше, и так далее. Все-таки тогда сразу вот Максим Николаевич ушел от ответа, точнее, он просто издалека начал. Тогда, Максим Викторович, вам вот этот вопрос переходит. Вот какова специфика работы именно с нормативной базой, с законодательной базой, вот в зависимости от региона, где у нас уже есть опыт, где мы его сейчас аккумулируем, ну, как мы вообще вот выходим, решаем эти вопросы? Хорошо, ну вот наблюдение, да, то, что Максим говорил, то, что до этого Арсен рассказывал. Личный мой опыт. Если 2-3 года назад при общении с потенциальным клиентом, там, с чиновником, там, либо с бизнесом, да, с технарями, которые занимаются развитием некой территории,
2-3 года назад еще нужно было о преимуществах комплекса нашего транспортно-инфраструктурного решения рассказывать, то есть заниматься такой просветительской работой. Вот как это работает, почему такие пролеты, что дает наша технология в сравнении, там, я не знаю, с метро, с ЛРТ, с монорельсом и так далее. То уже сейчас, вот в тех переговорах, в которых я участвую, даже первые переговоры, первые встречи с клиентом, когда ты еще по инерции начинаешь говорить, а вот наше преимущество перед там, классическим монорельсом, перед канатом такое, они говорят, знаем, не надо, не тратьте время, мы уже все про вас, про вашу технологию знаем, все изучили, видели ваш Unilight, были в Мариной Горке. Вот давайте вот здесь сделаем станцию, вот здесь пройдем напрямик, здесь сделаем поворот, вторая станция там и дальше. То есть уже клиент нашу технологию изучил. И на самом деле это очень приятно, потому что вот этот клиент уже заряженный. Он уже сам первичные такие, скажем так, оценку провел, он понимает, где наши преимущества, и, соответственно, результативность вот этой работы с клиентом, она гораздо выше. То есть это вот переворот произошел буквально, вот, наверное, за последние где-то года 2. Что касается проектирования и соответствия нормативам, ну, я уже в предыдущей встрече кратенько об этом сказал, мы уже набрались опыта, естественно, работы на рынке нашем, бывшем, ну, вот стран СНГ. Наше законодательство, оно, в общем-то, очень близко. Что в Беларуси, что в Российской Федерации, что в Казахстане. Все мы выходцы из Советского Союза. Вот. И здесь у нас абсолютно никаких проблем. Те решения, которые мы реализуем в Беларуси, планируем реализовывать в Российской Федерации, они практически идентичны. Если мы говорим о странах с другой историей, то, конечно, мы набрались опыта в Арабских Эмиратах. Мы там уже реализовали несколько проектов. Первый тестовый участок, он построен, функционирует. 4-й тестовый участок, грузопассажирский, о котором мы подробно говорили, планируется к вводу. Подробнее еще поговорим. И поговорим еще подробнее, да. Вот. И там мы проектируем по еврокодам. Учитываем местные особенности, потому что особенности эти есть. Мы эти нормы изучили. На самом деле ничего уникального там нету. Законы... Но, Максим Викторович, скажите, вот правильно ли я понимаю, что вот тот опыт, который был накоплен в связи с работой на территории парка инноваций Шарджи, он сейчас нам очень помогает, в частности, в работе по индийским проектам? Однозначно. Потому что это одна и та же нормативная... Накопилась практика, да. накопились некие паттерны уже поведения с клиентом, принципы работы с заинтересованными сторонами. Мы понимаем, что как можно раньше нужно привлечь наших партнеров, консультантов на ранних этапах, чтобы мы уже при закладывании каких-то технических решений мы учитывали особенности местного законодательства, местной нормативной базы. Ну и нормативная база ведь очень похожа, ведь эти же страны, и Арабские Эмираты, и Индия, они же во многом унаследовали такие каноны британского права, да, британских... Да, не секрет, да, что Арабские Эмираты, что Индия, в общем-то там нормативная база, она близка к британской базе, к американским стандартам. Вот. На самом деле, ну, вот по моему мнению, 3 мощных таких центра в мире с точки зрения нормативной базы. Это бывший, значит, регион бывшего Советского Союза, это наша советская практика, это США, это Европа. Вот. И мы уже с 3 этими направлениями, мы уже имеем опыт работы, мы давно работаем с еврокодами, мы уже изучили и в том числе и американские стандарты, ну, естественно, наши родные бывшие советские нормы нам хорошо знакомы. Поэтому мы накопили уже достаточно опыт для того, чтобы реализовывать объекты, ну, практически по всему миру. Прекрасно. Ну, таким образом, мы видим, что, с одной стороны, есть
технология, которая обеспечивает массу преимуществ, которых нет у других решений. Вот, например, Арсен, вы говорили о юнитрансе, перечисляя те многие преимущества, которые у него есть. Но вы не упомянули, что это на самом деле еще и одно из самых доступных с точки зрения капитальных затрат решений, где стоимость может начинаться, там, скажем, от 2–1,5 миллионов за километр. И с точки зрения операционных затрат мы здесь также выигрываем. Мы считали, если не ошибаюсь, там выходила стоимость тонны километра что-то порядка 2 рублей при таких пессимистичных прогнозах. В то Да, время как сегодня... показатели уникальные на самом деле. Показатели уникальные. Сегодня, просто чтобы сравнить, вот там нормальная цена — это 30 рублей за тонну километр. То, что есть в практике в российской, мы в 10 раз больше, даже больше, чем в 10 раз. Поэтому да, у нас уникальные показатели, у нас уникальный продукт, у нас продукт отработанный, продукт реализованный, продукт, который имеет подтверждение своей эффективности на сегодняшний день. Ну и у нас есть необходимый опыт для того, чтобы этот продукт применять на территориях, причем вот спасибо, Максим, вы уже сказали, что и европейские законы и нормы нам знакомы, и британские, американские, и пространство СНГ тоже с точки зрения нормативной законодательной базы нам на сегодня понятно. Поэтому дальше мы будем только наращивать количество проектов и, к сожалению, не обо всем будем рассказывать сразу, а о том, почему сразу рассказывать не будем. Об этом мы поговорим в следующем нашем выпуске. Тема его звучит как «Сложности реализации и закрытости информации». Поэтому ждем вас на следующей нашей встрече, где вот как раз об этом и поговорим подробно. Спасибо за внимание.